Приветствуем всех любителей путешествий на нашем канале «Успеть все». Сегодня 10 октября, и мы находимся в белорусском городе Гомеле. Середина осени, а температура плюс 20. Мы приехали на один день и хотим прогуляться по главной достопримечательности города – Дворцово-парковому комплексу, который расположен на берегу реки Сош. Будем осматривать парк и рассказывать обо всем, что увидим по пути. Надеемся, после этого ролика вы тоже захотите приехать в Гомель и увидеть все своими глазами. Ну а если вы не можете приехать, то тем более смотрите этот выпуск. Благодарим всех, кто уже подписался на канал, а также тех, кто сделает это прямо сейчас. Пора начинать, чтобы успеть все. На часах 13:30, и мы находимся на парковке площади Ленина. На противоположной стороне площади Гомельский областной драматический театр. Зал вмещает почти 500 зрителей. Стоимость билетов очень демократичная – от $2,5 до $8. Но сейчас мы идем не в театр, а совсем в другую сторону. Проходим мимо вождя мирового пролетариата во Дворцово-парковый комплекс, который включает в себя дворец Румянцевых и Паскевичей, часовню-усыпальницу, зимний сад, башню обозрения и старинный парк. Вход в парк бесплатный. А для посещения объектов лучше всего приобрести в кассах дворца единый билет. Стоит он около $5. По нему вы получите доступ во дворец, зимний сад и на башню обозрения. А за $7 можно, кроме перечисленного, посетить еще 3 музея. Парк славится армией привередливых белок. Тыквенные семечки есть отказалась. Еще и ругается. На этой территории когда-то был деревянный замок, принадлежавший гомельскому старосте Михаилу Черторийскому. Но в конце XVIII века императрица Екатерина II подарила Гомель, тогда это называлось деревенька Гомий, русскому полководцу Петру Румянцеву-Задунайскому, как было указано в дарственной, для увеселения. При Румянцеве с 1777 года и началось строительство каменного дворца. Дворец был построен к концу XVIII века, но его постоянно улучшали и перестраивали до 30-х годов XIX.
Занимался этим сын Петра Румянцева Николай. По указанию Николая Петровича в 1819 году на этой территории возвели собор. Через 5 лет он был освящен как собор святых Петра и Павла. В Петропавловской церкви Николай Румянцев и был похоронен в 1826 году. Через 100 лет большевики начали борьбу с религией. Добрались и до Петропавловского собора. В 1935 году он был закрыт. Святые реликвии разграблены, колокольня разрушена, сорваны кресты, уничтожены росписи. С этого момента здесь разместили отдел исторического музея, позже антирелигиозный отдел. Богослужения в соборе возобновились в 40-х годах, в период немецкой оккупации. Как ни странно, после войны церковь продолжала функционировать до 60-го года, когда собор закрыли и перестроили под планетарий. Только в конце 80-х годов прошлого века собор был восстановлен. После этого в нем начали проводиться богослужения. С 2008 года в Петропавловском соборе находится икона преподобного Серафима Саровского с частицей мощей. После смерти Николая Румянцева наследником стал его брат Иван, но из-за финансовых проблем эту землю со всеми постройками пришлось продать. Бюст последней гомельской княгини Ирины Паскевич, жены Федора Ивановича Паскевича. Они были последними владельцами усадьбы. Ирина Паскевич, урожденная графиня Воронцова-Дашкова, родилась еще при жизни Пушкина в 1835 году. Став женой Федора Паскевича, княгиня занялась благотворительностью. Строила школы, оплачивала учебу одаренных детей, содержала детские приюты, больницы, и это далеко не все. Мало кто знает, но Ирина Паскевич первая в мире перевела роман «Война и мир» на французский язык. И хотя можно пошутить, что работы было не так много, поскольку половину романа Толстой сам написал по-французски, но мы нисколько не умаляем ее творческую работу в качестве переводчика этого грандиозного произведения. Говорят, что именно после появления романа на французском его заметили, стали переводить на другие языки, и произведение получило всемирную известность. В 1903 году Ирина Ивановна овдовела. Детей у супругов не было, и со смертью ее мужа пресекся род светлейших князей варшавских, графов, Паскевичей, Ереванских. С этого времени она стала единственной владелицей гомельской вотчины. С началом Первой мировой войны княгиня организовала в своем дворце несколько лазаретов и госпиталей. Даже приход к власти большевиков не заставил ее покинуть любимый Гомель. После национализации дворца она уехала в другое поместье на Гомельщине. А когда поняла, что и это имущество будет конфисковано, то сама собрала списки всего движимого и недвижимого имущества и отправила дарственную новым властям, что, по-видимому, и спасло ее от репрессий. Последние годы Ирина Паскевич была вынуждена жить у людей, служивших ей до революции,
и сохранивших к ней доброе отношение. Умерла она в 1924 году, почти в 90 лет, в доме своего повара, недалеко от дворца. Ее похоронили у стен Петропавловского собора, а позже перезахоронили на кладбище. Но когда кладбище упразднили, сейчас там сквер, могила не сохранилась. А здесь, на территории собора, установили макеты утраченных храмов Гомеля. Все они были сначала закрыты, а затем разрушены в советский период. А это священномученик Митрофан, первый епископ Гомельский с 1907 года. После революции он открыто критиковал новую власть. В тот момент он служил в Астрахани. Летом 1919 года архиепископ Митрофан был арестован чекистами, обвинен в заговоре против советской власти и приговорен к расстрелу. Рассказывали, что когда архиепископа вывели на казнь, он благословил расстрельную команду. После этого солдаты отказались в него стрелять. За них это сделали чекисты. Верующие выкупили и похоронили тело своего любимого архипастыря. Паломничество к его могиле в 20-е годы прошлого века имело столь массовый характер, что власти приказали ее разрушить. Такая история. Итак, в 1834 году дворец был выкуплен известным русским полководцем Иваном Паскевичем за 800 тысяч рублей и снова был перестроен под вкус нового хозяина. Тогда же был разбит великолепный парк. Из разных регионов России и из-за границы завезли различные породы деревьев и кустарников, разбили аллеи, устроили газоны с цветниками, гроты, беседки, фонтаны. В парковых аллеях установили копии античных скульптур. Часовня-усыпальница князей Паскевичей. Высота 18 метров. Сама усыпальница с захоронениями находится под землей. Это вход в тоннель, ведущий в склеп. Часовня-усыпальница построена сыном фельдмаршала Ивана Паскевича Федором Ивановичем в конце XIX века. Для строительства семейного склепа Федор Паскевич пригласил лучших мастеров своего времени. Камень и мрамор для усыпальницы привезли из Киева, изразцы для фасада из Петербурга. В оформлении использовали майолику, смальтовую мозаику, настенную роспись, позолоченную бронзу, серебро, фарфор и мрамор. Часовня строилась 19 лет и была завершена в 1889 году. Музей старообрядчества и белорусских традиций, а точнее филиал Ветковского музея. Город Ветка был центром религиозного раскола в конце XVII и XVIII веках. В Ветковском музее собрана коллекция уникальных старообрядческих икон, рукописей и печатных книг. И самая большая коллекция регионального текстиля – рушники, элементы традиционного костюма и прочее. А в этом филиале проходят временные выставки из фондов музея, тематические занятия и мастер-классы. Стоимость билета без экскурсии меньше $2. Это если вы не купили единый билет плюс.
Возвращаемся к часовне. На глубине 3 метров сегодня покоится прах 8 представителей знаменитого рода Паскевичей: фельдмаршала Ивана Федоровича, его жены Елизаветы Алексеевны. Также здесь захоронены родители фельдмаршала, его дочери-близняшки Анастасия и Анна, а также правнучка Александра. И здесь же завещал похоронить себя Федор Иванович Паскевич, единственный сын и наследник фельдмаршала, что и было исполнено. Только его жена Ирина не упокоилась рядом с мужем. В 1917 году усыпальницу разграбили, а в годы Великой Отечественной часовня была частично разрушена. В 2016 году была завершена третья и пока последняя реставрация. Сегодня это самый яркий пример в Беларуси сакрального зодчества XIX века. К сожалению, попасть внутрь можно только с экскурсией и по предварительной записи. Стоимость билета около $1,5. Идем дальше. Направляемся к пешеходному мосту над Киевским спуском. Отсюда отличный вид на набережную реки Сош и на памятник первопоселенцу в Гомеле, который местные называют проще – лодочник. Но об этом мы поговорим чуть позже. Памятник ополченцам-подпольщикам. Здесь же братская могила. Ресторан «Ривьера». Очень атмосферное место. Иногда, приезжая в Гомель, мы здесь обедаем. Пешеходный мост через реку Сош появился в 1970 году. Он является продолжением улицы Баумана, отсюда и название «Бауманский мост». Высота над рекой 22 метра, длина 263 метра. С моста открывается отличный вид на реку и Дворцово-парковую набережную. По ту сторону реки на песчаном берегу оборудована пляжная зона.
Возвращаемся обратно и продолжаем прогулку. Это здание принадлежит Гомельской епархии. Сквер архиепископа Аристарха. Еще по одному пешеходному мостику пересекаем Белецкий спуск. И оказываемся возле второго корпуса Гомельского медицинского университета. Отсюда тоже открывается прекрасный вид на реку и набережную. Внизу ресторан, кафе и бар. Это если хорошо, что ты сделаешь. К сожалению, сегодня висит дымка, краски не такие насыщенные, но в любом случае это отличное место для фотосессий или наоборот для медитации. Поворачиваем за угол Медунивера. И нам уже виден музей истории города Гомеля. В старинных проектных документах это деревянное оштукатуренное строение значилось как дом для летнего проживания графа. Но называли его, короче, охотничий дом.
Знакомое лицо. Бюст Александра Сергеевича Пушкина. Рядом улица Пушкина. Видимо, поэтому здесь его и установили. Но, если честно, к городу он не имеет отношения, хотя да, проезжал как-то мимо. И все же, если спросить любого белоруса, и гомельчанина в том числе, хоть пару строк поэта процитирует каждый. Так что все же он не чужой здесь. Музей истории города переехал сюда в 2009 году. В нем прослеживается история от первых племен на этих землях до начала XX века. Стоимость билета без экскурсии около $2,5, а по единому билету плюс бесплатно. Есть экспозиция интерьера городского особняка конца XIX – начала XX века. Можно посмотреть, как жили и чем пользовались горожане на протяжении последних 150 лет и почувствовать разницу. По улице Белецкого идем к дому номер 5. Это здание в стиле модерн построено в 1908 году и служило доходным домом для богатого старообрядческого купца Киприана Павловича Грошикова. Так дом и прозвали – дом купца Грошикова. Здание районной администрации. Политехнический колледж. Это здание имеет богатую историю. Построено оно было еще в 1822 году, как здание немецкого трактира. Позже его заняло полицейское управление. А с 1866 года здание отдали Гомельской мужской гимназии. С тех пор оно всегда оставалось образовательным учреждением. Мужская, женская гимназия, трудовая школа, педучилище, техникум и вот сегодня политехнический колледж. Это здание бывшей городской думы и управы. Построено в 1880-е на месте старой ратуши. Тогда на первом этаже размещались магазины и конторы, а на втором заседала городская дума. С 1921 года в нем размещается типография. И сейчас деятельность все та же. Поворачиваем налево, на улицу Советскую. Справа уже виден драматический театр на площади Ленина. Но нам нужно налево.
И здесь нас ждет шарманщик. Мы читали, что у скульптуры есть особенность. Ручка шарманки вращается. Люди могут загадать желание и прокрутить полный оборот ручки, чтобы оно исполнилось. Вот только ручки мы что-то не нашли. Оставим желание до другого раза. По Киевскому спуску мы выйдем прямо на набережную. А вот и лодочник. Памятник первопоселенцу. Установлен здесь в 2006 году. По легенде, первое поселение на месте Гомеля основал человек по имени Гом. Видимо, именно он плывет в этой лодке. А рядом рысь. Она изображена на гербе города. Пройдемся по набережной. Это почти 2,5 километра укрепленного берега с лавочками, фонарями и скульптурами. Кстати, обратите внимание, что набережная выложена плиткой в виде славянского орнамента. Строили ее в 3 этапа, еще с 70-х годов прошлого века, а последнюю часть открыли в 2015 году. Она считается самой длинной набережной Беларуси. Вообще с этой территории, от Киевского спуска и до Лебяжьего пруда, куда мы и направляемся, начинался Гомель. Тогда Гомей. Примерно здесь, на высоком берегу Сожи, в X-XIII веках стояла первая деревянная крепость, или детинец, то есть сердце древнего города. Там на мосту тоже такая. Возле этой скульптуры просто невозможно пройти мимо и не сфотографироваться. Князь Федор Паскевич, гуляющий со своими борзыми, лордом и Марко. Кстати, в парке за Лебяжьим прудом на верхнем краю высокого склона сохранились большие камни с высеченными кличками любимцев князя Паскевича. Это место их захоронения. До сих пор существует городская легенда, что призраки собак по ночам охраняют дворец и ждут своего хозяина. Этот пруд возник из ручья Гомеюк в 1843 году еще при Иване Паскевиче. Тогда же
были построены каменные мосты. Но Лебяжьим он стал называться уже в начале XX века, когда территорию облагородили, в пруд запустили лебедей, а у берега поставили для них домик причудливой формы. После национализации владений Паскевичей парком и водоемом никто не занимался, и постепенно территория одичала. В начале 1960-х годов Лебяжий пруд восстановили, в него снова запустили лебедей и соорудили для них домик. А когда в начале этого века началась реконструкция набережной Сожи, пруд осушили, демонтировали старые конструкции, расчистили бьющие ключи и освободили подземные воды. В пруду установили 4 плавающих фонтана с подсветкой, водный каскад и изготовили 2 новых домика для лебедей. Кажется, они довольны. Вот это настоящий старый каменный мост XIX века. Поднимемся наверх. Нас ждут еще несколько объектов. Башня обозрения. В XIX веке это была вытяжная труба сахарного завода. В 1880-е годы князь Паскевич перенес завод в другой город, а трубу превратил в обзорную башню. Рядом Зимний сад. Это здание тоже часть бывшего сахарного завода. Под стеклянной крышей собрана коллекция из 18 видов субтропических растений. Кроме этого, здесь есть черепахи, рыбки и декоративные кролики. Как вы поняли, на территории парка работают детские аттракционы. Между прочим, башня обозрения и Зимний сад работают даже по понедельникам.
в отличие от музеев. Если у вас нет единого билета, стоимость посещения башни менее $1,5. Такая же цена для зимнего сада. Высота около 40 метров. Чтобы осмотреть окрестности, нужно пройти 190 ступеней. Памяти наших предков-гомелян, своими трудами, мужеством и верой, заложивших основу благоденствия и процветания Гомеля. Отголоски, скажем так, Советского Союза. Сейчас уже не так. Возвращаемся к дворцу по очередному пешеходному мосту. Еще одна возможность полюбоваться окрестностями. Башня с часами. Она построена при Иване Паскевиче при перестройке основного дворца. А сын позднее дополнил башню курантами с 4 сторон. В башне располагалась библиотека хозяина дома и хранилась коллекция произведений искусства.
Дуб черещатый. Это один из главных долгожителей в растительном мире. Некоторые его экземпляры доживают до 1500 лет. Вероятно, этому дереву около 200, и, возможно, его посадил сам фельдмаршал Иван Паскевич. Такая прелесть, я грусть моя, золотая осень. Дворец Румянцевых и Паскевичей. До революции дворец был местом проведения балов, праздничных мероприятий, а также хранилищем частных коллекций искусства. Здесь нередко бывали важные гости, в том числе представители императорской семьи Романовых. А в 1915 году сюда приезжал Николай II. В 1919 году, после национализации, в стенах дворца открывается художественно-исторический музей. Позже здесь будет телефонная станция, библиотека, кукольный театр, дворец пионеров. Во время Великой Отечественной здание пострадало, как и большая часть построек Гомеля. Сразу после войны занялись восстановлением и дворца, и парка. Сегодня, посетив дворец, вы получите представление об убранстве богатой дворянской усадьбы, посмотрите портреты первых владельцев и личные вещи семьи Паскевичей. В коллекции музея представлены предметы живописи, церковной утвари, древние книги, оружие, монеты времен Российской империи. Подставка для цветов с двусторонним изображением быка. Погреб-ледник. Два таких ледника были построены рядом с кухней дворца в 1860-х годах. Туда закладывали лед, засыпанный опилками. И было достаточно холодно, чтобы хранить продукты круглый год. Мы подходим к любимому месту отдыха многих гомельчан – фонтану перед дворцом. На этом месте
фонтан построили в 1947 году немецкие военнопленные. Но выглядел он совсем не так, как сейчас. По центру располагалась огромная чаша, а с 4 сторон были установлены бетонные шары, на которых отдыхали дельфины. Но материалы, видимо, использовались дешевые и некачественные. Поэтому через пару десятилетий дельфины начали рассыпаться, а потом развалилась и чаша фонтана. В 1997 году фонтан снесли, а на его месте возвели новый, из гранита. Памятник Николаю Петровичу Румянцеву. Именно он начал крупные градостроительные проекты в Гомеле, когда унаследовал гомельское имение. Постамент памятника украшает герб и девиз семьи Румянцевых. Не только оружием. Исторические здания Гомеля во многом его заслуга. И гомельчане благодарны ему. Пожалуй, это отличный момент, чтобы завершить нашу прогулку. Надеемся, она была приятной и познавательной. Обязательно делитесь впечатлениями в комментариях. Не забывайте про лайки и подписку. Спасибо, что смотрите нас. До встречи на канале «Успеть все».